Военные учения в России закончились, но Кремль продолжает демонстрировать силу у границ с Украиной. По мнению экспертов, таким образом Путин решил отомстить Байдену за то, что американский президент назвал его убийцей. Попытаться восстановить репутационный ущерб диктатор смог единственным доступным способом – спровоцировать новое убийство. Именно этим и занимаются прокремлевские сепаратисты на оккупированной территории Украины. Известно, что 26 марта в районе Горловки погибли 4 украинских солдат, а всего за время военного конфликта, который длится с 2014 года, были убиты десятки тысяч мирных граждан и военных. В настоящее время Украина не исключает вариант решения ситуации на Донбассе силовыми методами. Отметим, что Беларуси не удалось остаться в стороне от конфликта. На днях стало известно о нескольких случаях, когда молодых мужчин с белорусскими паспортами отказались пропускать на территорию Украины. Очевидно, это связано с эскалацией российской военной агрессии. Близкие отношения Лукашенко и Путина обнулили кредит доверия украинской стороны к Беларуси. В частности, делегация из соседней страны отказалась посещать Минск в рамках встречи трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Как отметил полпред контактной группы Леонид Кравчук, у России нет друзей, у нее либо враги, либо халуи. Сегодня враг – это Украина, а халуй – Беларусь. Такова расплата за кредиты от человека с репутацией убийцы, которого боготворит нелегитимный. К сожалению, нести это бремя перед соседями и друзьями в Украине приходится белорусам. Жители Пинска крайне обеспокоены психическим состоянием белорусских силовиков. Граждане считают, что сотрудников милиции стоит проверить у специалистов и оказать им специализированную помощь. А поводом к этому стал очередной суд по уголовному делу против участников августовских протестов, который начался 23 марта. Потерпевшими по делу выступают более 100 силовиков. По их собственным показаниям, все они пережили страх, унижение, боль и стыд, утратили сон, спокойствие и аппетит, испытали тревогу. Удивительно, что в этом перечне нет огульной млявости и обыяковости до життя. Однако и с имеющимися симптомами противостоять ворам, насильникам и убийцам крайне затруднительно. Вероятно, бойцы немного ошиблись с выбором профессии. Понимаешь, чебурашка, у которого нет друзей? Я галоперидолу скушал, а меня в армию тянет все больше и больше. В связи с этим жители Пинска запустили петицию, в которой просят провести внеочередную аттестацию всех морально пострадавших сотрудников с привлечением квалифицированных психотерапевтов. Обращение в УВД Брестского облсполкома уже собрало почти 2000 подписей, а сам сбор будет идти еще месяц. Вчера были задержаны и помещены в изолятор на Окрестина две организаторки выставки «Машина дышит, а я нет». В квартирах Натальи Трениной и Татьяны Гацура-Яворской, а также в офисе общественного объединения «Звено» прошли обыски с изъятием техники. Отметим, что экспозиция, посвященная белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год во время пандемии, открылась в столичном пространстве места 30 марта. Но уже на следующий день ее наведали санстанция и МЧС, нашедшие нарушения, из-за которых выставку пришлось перенести в онлайн-формат. Вчера организаторы мероприятия заявили, что вынуждены остановить реализацию программы проекта. В чем обвиняют задержанных, до сих пор неизвестно. Судя по всему, незапрещенным в нашей стране видом искусства осталось только то, что восславляет нелегитимного и его верных красавцев. Конфиденциальность – это слово, которое незаконная власть категорически отказывается понимать. Слуг режима интересует буквально каждый аспект жизни белорусов, но особенно их финансовые операции. И вот очередным ноу-хау в этом направлении стали новые правила Нацбанка. Теперь человек, который в неделю снимает с карточки около 6 тысяч рублей, это эквивалент примерно $2000, становится подозреваемым в отмывании денег, коррупции или спонсировании протестов. Вместе с тем, критерии рискованных операций, которые попадают под усиленный контроль, были дополнены оплатой штрафов и превышением суммы снятия наличных. Кроме того, Нацбанк рекомендовал банкам наладить обмен информацией системы ЕРИП для получения дополнительных сведений о пользователях системы. Вероятно, такие меры стали ответом на экономические санкции, объявленные на прошлой неделе Народным антикризисным управлением. Инициатива банкомат «Обменник Банк» подразумевает снятие всех наличных и депозитов со счетов и карточек белорусов. Это необходимо прежде всего для того, чтобы режим не опередил людей и не сделал это за них, ведь деньги граждан – это последняя спасительная нить, на которой держится власть Лукашенко. Что ж, как мы видим, диктатор явно испытывает терпение белорусов, бесцеремонно залазя в их кошельки, и кажется, этого терпения хватит ненадолго.
В Гомельской исправительной колонии номер 4 произошло страшное ЧП. Девушка, которую судили по политически мотивированной статье, попала в реанимацию. Информация об этом была размещена в одном из телеграм-каналов. Сообщается, что осужденная уже достаточно давно находится в тяжелом состоянии. Подробности и личность пострадавшей уточняются. Отметим, что политзаключенные неоднократно жаловались на нечеловеческие условия содержания в белорусских тюрьмах и изоляторах. Происходящее вынуждает арестантов все чаще и чаще идти на самую крайнюю меру – объявлять голодовку. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день политзаключенными в Беларуси признаны 322 человека. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!